попробовать. Включаем двигатель. Итак, всем привет. Кто есть, кого нету. Что там включилось? О. Hello? Hello? No. I stay here till Tuesday. No, it's closed. It's closed. Yeah, everybody go home till Monday. Oh, work finish it because Somebody, no, I didn't know. Ah, yeah, okay. Maybe something happened, no? You can check. Окей. Итак, добрый вечер, друзья мои. Не знаю, как видно. Видите, я сейчас в машине, в другой машине. Приехал security какой-то. Я нахожусь в автосервисе. Сейчас не буду переключаться. Мне в первую очередь интересно, как видно, слышно. Дайте знать, там, как обычно, плюсиками. Так, надо чат настроить. Да, потому что я... по ходу я вот смотрю на свой на комп и вижу, что вроде как все в порядке, но я не слышу звук, хотя я могу сейчас включить звук, но тогда будет вроде есть звук, да? Поставьте там, кто если видит, то 2 плюсика, если видно и то, либо 1 плюсик. Стрим будет небольшой. Как обычно, да, я говорю, что небольшой, а по факту получается чуть ли там не на 1,5 часа. Может, экран увеличить? Нет, не увеличивается. Не увеличивается. Не надо. Видно и слышно. Скажите, ребята, откуда вы? Виталий, я так понимаю, коллега, да? Из Ахалы. Виталий, здорово. Я так понимаю, сейчас меня будет смотреть в основном Латвия и те, кто сейчас в Финляндии. Вот. Кто со мной не знаком, могу рассказать коротко о себе. Зовут меня Олег. Недавно я уже 6 недель работаю в Ахале. Сразу попал на длинномер. Что для меня было, в принципе, большой неожиданностью, ребята. Шоком, стрессом. Короче, как это говорится, полный фарш, который может быть человеком в моем возрасте. Я напомню, мне уже 56 лет. По большому счету я ехал. Надеялся, вернее, как оказалось, что еду на полуприцеп. Оказалось совершенно не на полуприцеп, а на длинномер. Вот, начал работать, вроде еще такая погода была, но сейчас, последняя неделя для меня она шоковая. Отлично, хорошо, спасибо, видно и слышно. Меня тут спрашивали, немножко быстренько расскажу о себе, как я попал когда-то в моря. Напомню, я когда-то 20 лет в морях отработал. Ничего в этом такого таинственного нету, обычная судьба. После армии поступил в Рижскую мореходную школу, завершил ее. Ушел в море, работал матросом-электриком, работал на рефрижераторных судах, потом работал на грузопассажирах, работал на ферри, в частности на Финландсе, работал уже боцманом, Финпал, Финмил, потом работал на Irish Ferry, начинал в латвийском пароходстве, потом в Ханзе. Финлайнс это был от Ханзы, потом, что там у них происходит такое? Потом работал на Irish Ferry, на самом большом, между Даблином и Холлихедом, это Англия, и между ними еще была Кандина, работал между Францией и Ирландией. Вот, завершил свою морскую карьеру, можно сказать, на Irish Ferry, уже будучи кватермастером. Это человек, который работает, если вы ходили, который грузит именно пассажирские машины, да, в основном, и является рулевым, да. Конечно, там на Irish Ferry было трудно, откуда вот у меня познание английского языка именно оттуда, потому что там было запрещено вообще общаться в присутствии комсостава и пассажиров на русском языке. Там доходило до того, ребят, я быстро рассказываю, просто чтобы перейти. Там уже, честно говоря, сны снились на английском языке. И там было все очень строго по технике безопасности, 3 ворнинга и домой. И каждый понедельник, как вспомню, там компьютерный тест
избирательно компьютер указывал кого и алкотест, да. Если алкогольный тест показывает хотя бы чуть-чуть промилле, то все, до свидания домой за свой счет. И ты улетаешь, и прилетает твой сменщик за твой счет. Как-то так. Вот. И когда я уже ушел с морей, потому что надо было оставаться дома, дети росли, и меня попросили, я еще немножко поработал летом на Сканлайнсе, и в частности на Урде, и на Урде я работал. И вот когда я иду с Травемунды на пароме, да, то там встречаю ребят с моего экипажа, которые идут мне навстречу, даже постоянно дают по возможности каюту без соседа. Вот, потом, когда закончил карьеру в море, работал в такой компании, как Балтиком, дошел до руководителя отдела по строительству телевидения и интернета, так что мне вот эти вот все фишки интернетовские, медиа, они знакомы. Но мне все это надоело, офисная работа, Ригу построили. Я уж решил начать уже чем-то другим заниматься, ушел в троллейбус. Поводил троллейбусы почти 3 года, но там получилась проблема с моим каналом. То есть кто-то из пассажиров пожаловался, что типа водитель едет, что-то обсуждает, там снимает людей, которые идут по улицам, короче, бред. А я уже начал учиться на категорию С, хотел получить автобусника, перейти в Рига с Атексом и водить автобусы. Но понял, что если мне запрещают снимать, правда, они потом мне говорили, ты можешь снимать, но только на государственном языке. Я сказал, ребята, вы что, мне за это платите деньги, что ли? Нет, ну поскольку уже начал обучаться на С, сразу обучился и на СЕ категорию, и ушел в дальнобой, начал работать в компании Hesterkamp. Кому интересно, может посмотреть все мои шаги начала работы. Извините, что я отвлекаюсь туда, смотрю, я не понимаю, что там происходит. Security приехал, что-то там бегают, ищут. Кого-то ищут, я не знаю кого. И вот в итоге я оказался в Ахале. И что хочу рассказать, Ахала компания нормальная, ребята нормальные. Есть нюансы, ну как среди всех большого коллектива есть, конечно, и стукачки, так грубо скажем, и люди, которые перефразируют твои фразы, неважно где сказанное ему, либо сказанное на канале, и доводят до, не знаю, да, короче, получается какая-то накладка. И когда тебя спрашивают, почему ты, а кто мне вообще запретит рот, я что-то неправильно говорю. Честно говорю, мой канал никогда мне не проплачивался, и ни в Hesterkamp, нигде бы я не работал. Я говорю то, что вижу, то, что думаю, и не собираюсь никогда говорить по заказу, по желанию. Если кто-то на меня обижается, то это его проблемы, потому что я рублю правду матку. Не может быть не столь грубо, как мог бы и как хотелось бы порой, но говорю как есть. Так, ребята, а теперь перейдем к делу, почему я оказался в автосервисе Scania. И как видите, я в кабине, но не своей, ну хоть так, грубо говоря, в тепле, как бы сказать, в тепле и согрет, и сытым буду. И, правда, сейчас закрылась, там кофе-аппарат, но у меня свой аппарат есть. Итак, если вы смотрите за моим каналом, так мне там приветы передают. Арвид, чао, вецейс, привет, Арвид. Виталий, я уже сказал привет. Вот я тут просто смотрю, справа у меня идет чат. Вот, так что вот так. Итак, эта неделя у меня началась очень ужасно. Сначала изначально я приехал на выгрузку вот там, где Виталик выгружался. Но Виталик решил идти через частный сектор, а я пошел по кругу и получил то, что получил. То есть, если вы смотрели видео, где встал в горку, вот это было первое видео из той серии моих злоключений на этой неделе. И хорошо, что я ушел вправо, а не влево. Ушел бы влево задом, то я бы здесь бы не сидел, это точно, блин. Не знаю, где бы я был, наверное, я был бы в госпитале, вот честно вам скажу. И объясню сейчас почему. Ситуация такая, что у меня машина пошла вправо и уперлась в обочину. Влево был овраг и лес. Когда мне прислали эвакуатор, это был эвакуатор, есть видео про цирк. Так, Анатолий, добрый день. Упреков от коллег не было за столь
поздний приход в профессию. Анатолий, нет, не было. Было удивление не только коллег, было удивление моих друзей. Ну, поскольку мне семья дала добро, все было нормально. Мои друзья, конечно, офигели. Офигели даже не от того, что я пришел в эту профессию, зная мой характер, я не могу сидеть дома, я не офисный человек, а то, что, как говорил мой начальник в Балтикоме, что спокойно бы досидел руководителем до пенсии, получал бы свои там 1200-1500 евро и никуда бы не дергался. Но, ребята, я люблю движение. Я привык работать в море. Было и 8 месяцев, и 6 месяцев, и 3, и 4. И, ну, грубо говоря, я люблю так, чтобы я могу поработать 8 недель, могу поработать 12 недель, бывало 13 недель, зато потом у меня хороший длинный отпуск. А не так 5 дней поработал и 2 дня отдохнул. Это не для меня. То есть я вот такой сумасшедший романтик, да, и все дела. Ладно, продолжаем. Короче, приехал эвакуатор, который, ребята, для легковых машин. И когда я послал фотографию своему боссу, он тоже офигел. Потому что офигели все, включая водителя, который приехал. Он говорит, я не знаю, что я буду делать с тобой. Потому что у меня длинномер с прицепом, у меня 22 тонны. Вот, что еще? И он стал у меня с левой стороны, и все, он не может ехать вперед, а назад он боится ехать. Кое-как он выехал там с песком, с цепями, и тракторист пытался ему помочь сзади его. А что связывает с Белоруссией? Что связывает с Белоруссией? Понимаете, по отцу я белорус, супруга моя родилась в Беларуси, хотя ее родители уже жили в Латвии. Просто мама поехала на Новый год, сделала новогодний всем подарок. И у нее, кстати, 1 января день рождения. И вот как я связан с Беларусью. Беларусь я очень люблю, я просто обожаю. Я считаю, что это лучшая страна в мире для меня. И не только для меня, для моих родных. Понимаете, как бы, когда первый раз я приехал в Беларусь уже в возрасте, да, и к жене в деревню, я почувствовал себя, что именно это и есть моя родина, это земля, где мои корни. И каждый раз, когда я уезжаю из Беларуси, я уезжаю просто со слезами на глазах. И вот сейчас мы получили наследство, вернее, мама Наташина получила наследство, переоформила дарственную на супругу, и я все свои заработанные, грубо говоря, деньги в этом году потратил на реставрацию старого бабушкиного дома. И бабушкин дом сейчас самый лучший дом в деревне, так говорят не только родственники, так говорят соседи, которые живут в этой деревне. Вот так я связан с Беларусью. И я считаю, что лучшей страны в социальном отношении, в социуме, в атмосфере, в людях не существует. В каждой стране есть свои проблемы, конечно, в Беларуси они есть, но поверьте, там такая атмосфера, такие люди, это как будто ты вернулся в те все далекие времена, когда у нас, помните времена, когда квартиры не закрывались, ты мог забежать к другу домой, схватить, хотя его там нету, выпить воду и улететь. Вот такая атмосфера в Беларуси до сих пор. Так, что, на чем я остановился? Так вот, он, естественно, меня не вытащил, попросил, чтобы я поставил еще один каблук, потому что боялся, что я его утащу под прицеп. Это, кстати, ответ на то, зачем я каблук ставлю. Но я скажу, особо каблук бы не помогал. Потом я уже удивился в следующий раз, что каблуки не помогают. И даже кнопки, да, вот эти тормозные тоже не помогают. Если ты покатишься, то конкретно покатишься. Но, знаете, как говорится, береженого Бог бережет, чтобы потом не было вопросов от полиции или еще от кого-то, почему ты не предпринял все попытки остановить движение прицепа машины назад. И любой автоводитель вам скажет, что машина, если хотя бы 2 колеса находятся на дороге, неважно в каком положении, машина считается на дороге. Вот. Но в итоге, короче, он меня не вытянул. Позвонил шефу, шеф говорит, пробуй, ты должен его вытянуть. Естественно, ничего не получилось, он меня не вытянул. Это, кстати, ребята, то видео, которое закончилось 502, по-моему, да? Продолжение будет в следующем видео, но коротко я расскажу так. Приехал средний викинг. Средний викинг стал от меня... Здорово, Серега, здорово. Да, это круто, но поверь мне, начинать надо все-таки не зимой.
Нет, не зимой, никому не советую начинать. Надо все-таки изучить дороги. Хотя бы знать, иметь представление, куда ты едешь, и что может быть, какие возможности. Вообще все, что может быть, но когда ты это все узнаешь в спокойной обстановке. Если я до этого думал, что самое страшное это подъезды к рампам, то поверьте мне, это не самое страшное. Я теперь в этом убедился и 100% говорю, подъезд к рампе это ерунда по сравнению с тем, когда ты видишь перед собой гору, а машина ее не вытягивает. Вот это реально страшно. Так вот, подъехал средний викинг ко мне, встал слева в том же положении, вот как этот маленький, и не может ехать ни назад, ни вперед. Я не спрашиваю, ребята, что у вас, может быть, что-то с колесами? Он говорит, да нет, все нормально. А на улице настолько скользко, там их два было, ребята, то ли из Ирака, то ли еще откуда-то, знаете, ну, какие-то южные ребятки. По-английски один хоть немножко разговаривал, и тут как это, появляется трэш. Это просто, ребята, машина Викинг начинает скатываться вниз и в левый овраг. Я на видео там не показано будет, которое видео, но я заорал матом, потому что я подумал, что это я качусь, понимаете, влево. Каким образом он об меня не стукнулся, каким он образом не ушел в лес, это просто чудо было. А этот чудак, который стоял перед ним, ему там что-то показывал, он просто свалился на задницу и начал, как на санках, бобслей, не знаю, он начал скользить под этот викинг, понимаете? Это было что-то, это вообще невероятно, еще темно. Что происходит, это просто, это не передать словами, блин. Это получается, что как хорошо, что я ушел вправо, а не влево. Потом они кое-как выбрались, не упал он в эту, слава богу, что не ушел туда в левую сторону. Так, я вроде ничего пока не потерял, ничего не потерял. Главное не потерять мысли, ребята, хочется быстрее рассказать. Конечно, все это на видео будет, все это с продолжениями, но просто поверьте мне, это было что-то. В итоге они спустились вниз. Я думал, они уже уехали, понимаете? Потому что они взяли и исчезли. Я их не вижу, где они там сзади. Вот. И потом они появляются спереди, они объехали как-то там вокруг. И задом понемногу начали сдавать. Сдали и начали меня вытаскивать. Я запарился помогать им и таскать это. Ладно, там тоненький, да, такой трос металлический. Но, блин, этот здоровый трос, он тяжелый. И лебедка там... Такое ощущение, что она не крутится, а мы ее тянем, этот трос, и тогда она его отпускает. Это, блин, сантиметр за сантиметром. И это не один раз. Ой, короче, потянули. Вытащили меня из этого кювета, или обочины, не знаю, как ее как-то называется правильно. И начали понемногу меня вытаскивать. Мне этот говорит, давай там немножко ходу, давай немножко ходу. Но машина не идет. Какой-то, получается, там не просто склон, я думал, там склон, да, и все. И все, прямая. Нет. Он изначально был такой крутой, а потом он пологий, где-то метров 500 вот таким образом меня вытаскивали. А я до этого приезжал чудак, этот литовец, на который объект, вот Виталий был там, и я потом, куда и я ехал. Мы с ним поехали, посмотрели дорогу, он говорит, ты сейчас там не проедешь, потому что там идет ремонт, экскаваторы перерыли. Так-то фуры там проходят. Вот. Еще подъезжал тракторист и говорит, ты, парень, говорит, не переживай, говорит, ты не первый. 2 года назад, я такой не помню, он говорит, 2 года назад ушла машина в лес туда задом, либо 2 года назад тут постоянно вот так все застревали, вот так, в этом же месте и вот в этот же овраг. Ну, конечно, мне от этого легче не стало, но, блин, значит, я не первый. Но просто я говорю, там надо знак поставить, что зимой forbidden. Все, запрещено, блин, идти туда. Короче, и вот в итоге они меня уже вытащили, уже говорят, о, все, я смотрю, они меня уже отцепляют и начинают сворачиваться. Приходит, начинает фотографировать мой номер, я говорю, а что такое? Он говорит, ну все, мы поедем. Я говорю, куда? Я ж не могу ехать. Как, ты же уже немножко двигался? Я говорю, немножко двигался, и все.
ну, немножко двигался и становился, потому что, ну, не вытягивает меня машина наверх. Ну, давай попробовали опять. Ёлки, они там ругаются, опять меня цепляют, опять вытаскивают. Вытащили уже меня напрямую. Говорит, ну все, мы поехали. Я говорю, там впереди еще 2 горы. Мне нужно развернуться и вернуться обратно, потому что там уже не проедешь. И тракторист говорит, он почистил специальную площадку, где я могу раскантоваться и уехать. Приехал этот тракторист, опять, ну вот, блин, ему цепру нос, он вообще, он мне так помогал, он мне на следующий день все для меня сделал, чтобы я только выехал. Вот реально, все, что возможно по-человечески, он сделал. Они что-то переговорили, я смотрю, они, блин, раз, и уехали, все. До свидания. Ну, тракторист говорит, давай ты сейчас разгоняйся, мы попробуем доехать до того места разворота, как можешь. Я начинаю разгонять и понимаю, что у меня машина не тянет. И вот здесь я уже первый раз почувствовал, что машина не вытягивает не только наверх, она не вытягивает вообще по прямой и вниз. Максимум, что я разогнался со склона, это было где-то 50. И когда пошел в гору пошел, все, у меня машина опять остановилась. Вот там, кстати, уже была небольшая гора. Вот. Остановилась, ну что делать? Он говорит, с какой ты скоростью? Я говорю, 50, она больше не выжила. Там тогда я вот достал, у нас такие цепи есть, полуцепи. Начал их использовать, хоть ну, протащиться вперед, потому что, слава богу, не во враге. И здесь я как бы не уйду во враг. Там, ну, там нету оврага, там просто дорога и нету дороги. Вот. Эти цепи не помогают. Одну цепь сорвал, потом разлетелся замок. Потом в итоге мы с ним... Он говорит, давай так, вот тут мой дом, я здесь живу, вот напротив дома, типа, есть аппендикс, это автобусная остановка, лучше ты там встань на ночь, а поскольку сейчас уже идет снегопад, я уже позвонил своим ребятам, тебе где-то в районе 10 утра почистят дорогу, и они помогут тебе там раскантоваться. Окей, мы спустились с горы, поставил я машину на это место, и так и стоял всю ночь. Утром я вижу, что они почистили, но идет снег. И этот чудак выходит, там чистит лопатой, подходит, говорит мне, ладно, ты, говорит, стой, не двигайся, в 10 часов я возьму трактор у своего сменщика, еще раз почищу тебе дорогу, потом съезжу за песком и буду посыпать. Так он и сделал. Но более того, он вызвал своих друзей, ребят, я не знаю, дорожников или кого, они помогали, они перекрывали трафик, чтобы я ехал по центру дороги, по центру. И когда я буду кантоваться, чтобы машины не мешали, потому что странно, он говорит, я думал, что трафика не будет после 10, потому что последний школьный автобус уходит в районе 9 и будет свободная дорога. Но этого не происходило, я вам скажу. Трафик был достаточно сильный. И вот эти дорожники, они перекрывали дорогу, когда я гнал, просто гнал, разогнался и пошел до места раскантовки. На месте раскантовки уже образовалась пробочка такая нехилая, как оказалось потом, я смотрел. Мы раскантовались, даже больше скажу, он мне помог раскантоваться, потому что, говорит, я знаю это место, я здесь живу, я работал на таких же машинах. И он сел, раскантовался, и опять дорожники начали впереди, остановили движение, чтобы я погнал. И вот в том месте, где я остановился, чтобы я вот там приостановился, и они там посыпят дорогу песком на гору, потому что там вот я поеду вниз и потом наверх. И тогда, чтобы я погнал. И вот тогда, благодаря им, я выскочил с этого места. Казалось, уже все, ребята, я выскочил. Мне нужно ехать на это место. Мне диспетчер прислал, куда мне ехать и как мне ехать. Приехал опять этот литовец и говорит, тебе нужно развернуться. Я говорю, в смысле? Надо вот туда обратно ехать. Я говорю, а почему? Говорит, потому что там дорога перекрыта. А в чем дело? Говорит, потому что снегопад, гололед, много аварий. Ладно, я поехал вперед, развернулся, ребята. Я вернулся в то место, уже только в другую сторону, а там гора, и я в нее войти не могу. Просто не могу войти. И он говорит, блин, а что делать? Я говорю, надо возвращаться туда опять, где я стоял, но не доезжать до этого места, там есть школа, и я видел, потому что я там гулял и смотрел. Там есть место, где можно развернуться. И тогда я уже на свой страх и риск
уже начал возвращаться, и там возле школы зашел в поворот на разворот, ну, как обычно бывает, в этот момент заезжает какой-то из родителей за детьми, и я встал. Ну, хорошо, у меня был песок, я себе там подсыпал, откапывал на глазах у всех школьников. Ой, как сейчас помню, ребята, это было что-то. Короче, развернулся, поехал в обратную сторону, там перед горой. Нет, поехал в обратную сторону и уже не могу выехать на трассу. Какая там, 4, по-моему? На трассу не могу выехать на повороте. Трафик идет, я разгоняюсь, а машины не останавливаются. Ну, блин. Этот тракторист подъезжает, говорит, не дают. Я говорю, нет. Он говорит, ну ты вправо попробуй. Я говорю, и вправо не дают. Так начали регулировать там, и, короче, выехали, развернулся, и вот каким-то образом я приехал на эту стройку. И главное, мы едем, он говорит, слушай, у тебя адрес есть? Я говорю, в смысле? Ну где, говорит, куда надо ехать? Я говорю, так ты же знаешь, это же твой объект. Он говорит, я не знаю адреса, я знаю дорогу, а дорога вот там, куда ты не смог забраться. Ой, блин, я на ходу передаю ему адрес, эту точку. Он говорит, ну все, ладно, едем. Говорит, ну я, говорит, боюсь, что мы там в одном месте ты можешь застрять, если тебя какая-нибудь машина притормозит. В итоге, а потом говорит, ну я еще не знаю, как ты будешь оттуда выезжать, потому что там сейчас лед и снег просто. И я вот заехал на территорию, меня выгрузили. Говорит, ну ладно, тебе, говорит, помогут. Окей, помогут. Ну я вижу, там трактора ездят. Хотя до этого он тоже туда ездил, пытался с трактором договориться, но они не поедут, потому что они только на территории могут ездить. Ну, короче, так, меня выгрузили, и все свалили домой. И я один стою, и никак, ни туда, ни сюда. Кое-как там машину выпрямил, а выехать не могу. Звоню ему, он говорит, ну, я сейчас попробую позвонить, посмотрим, что будет. В итоге перезвонит мне, говорит, короче, никого нету, стой до утра. Вот, как итог, я достоял до утра. Еще снега присыпало, короче, все очень здорово, очень здорово. Вот Виталий там оттуда выезжал, он говорит, что он на полуприцепе, он час выезжал, блин, да, как вспомню, это что-то такое. Короче, трактор меня подцепил задом, меня вытащил на дорогу напрямую, уже безо льда, и тогда я просто погнал через этот частный сектор. Только думал, чтобы никто ни навстречу, ни передо мной не вышел бы из поворота, потому что я встану, и тогда уже мне придется, я не знаю, опять кого-то где-то искать. В итоге я выскочил на трассу и пошел на погрузку. Приезжаю на погрузку, останавливаюсь на ровной площадке, вот просто на ровной площадке. Снега нету, ну, утрамбованный снег, да, грубо говоря. Пошел узнать, куда мне ехать, мне сказали, тебе надо дальше ехать, а я ехать не могу. Я нажимаю, а у меня машина назад едет. Там, ну, ровно, видно, чуть-чуть маленький склон, у меня просто машина двигается назад. Местный тракторист мне приехал, песком мы там обсыпали, короче, доехал я до погрузки. Загрузился, выехать опять не могу, опять песком, опять выехал. Выехал, тогда уже погнал в сторону Васы. Ночь переночевал уже, там был только по 92-й дороге я ехал, и только в одном месте был паркинг, но паркинг был в низине, и парковаться нужно было задом вниз. То есть я понимал, если я сейчас там припаркуюсь, то очередной раз не выйду. Хотя, может быть, надо было там припарковаться и, знаете, как-то не стоять на дороге, а стоять на паркинге. Как было бы, так было бы. Вот. Ну да, Виталий, ты говорил, что ты плохо выезжал. Выключил я поворотник, Дэн. Это не поворотник, это аварийки работают. Дэн, привет. Вот Дэн, такой чудак. Если бы не Дэн, я бы, не знаю, я бы уже закрыл машину и пошел бы нафиг домой пешком. Честно, если бы не Денис, это, вот человек цепур нос, с меня, хороший коньяк. Вот. И я тебе его передам, обещаю. А вот, что еще? Ну, короче, я переночевал в кармане
в кармане. Да, я понимаю, что это чревато, но погода была такая. У меня там все равно оставалось 15 минут, а ближайший паркинг там по навигатору был где-то километров через 40. И то это была заправка, которая находится в маленьком поселке, а я уже таких 2 проехал. Там, ну, туда даже если заедешь, то снесешь крышу на заправке. Короче, я пересечал на этом паркинге и пошел уже на вас. И вот получилось, первая гора, я ее не взял, остановился, и опять начался трэш. Я остановился, у меня машина не идет. Шлифуешь, она не идет, и все. И вот это шлифование по совету мне, короче, сыграло злую шутку, как я понимаю. Потому что, короче, я там стою, блин. А спереди, ладно, сзади машины видят, что я стою на склоне, да, аварийки, все дела. Я сначала там поставил этот знак аварийный, потом его перенес вперед, потому что оттуда вылетают не только легковые машины, оттуда вылетают фуры. Одна фура несется и еще мне, блин, бибикает, блин. А что я могу сделать? Потому что... Так. Дэн уже сказал, уже не позвонил. Да я не буду сейчас отвечать, иначе отключится связь. Короче, вы не поверите. Несется фура, я не в машине, блин. Она несется, просто бибикает. Я думаю, ну все, сейчас вообще будет. Это, я не знаю, короче, что сейчас будет. Но она как-то умудрилась, между мной и прошла, все в порядке. А за ней несется легковая машина. Видит меня, я вижу глаза этого водителя. Он притормаживает. А за ним, оказывается, несется еще другая машина. Этот притормаживает, хотя, я не знаю, он мог спокойно, ну, катиться, блин, потому что я же на встречке стою. Он проходит, а чудак, который за ним, уходит во враг в левую сторону. Я, блин, прибегаю, говорю, все в порядке? Он, да, я говорю, а что случилось? Говорит, а фиг знает, я чуть притормозил, и меня начало вилять. Блин, я как там грохнулся, я думал, что я там руку сломал, блин, и бедро, блин, до сих пор болит. Ну, короче, нормальный такой чудак, блин, швед, улыбается, говорит, офигеть, блин. А если, говорит, я в тебя бы поехал? Я говорю, я не знаю, блин, честно. Я говорю, я же там поворотник поставил, а там пошел, там такой, ну, крутой поворот и спуск. Он говорит, уже нету поворотника. Я говорю, как нет? Он говорит, там валяется, говорит, обломки. Он не поворотника, а этого треугольника. Зашибись. Он говорит, ладно, я свой поставлю. Он только его поставил через, я не знаю, через пару минут нафиг его тоже снесли, блин. И вот пока не переехал трактор, не стал впереди меня там, да, с аварийками, и не остановилась одна фура, вот так люди и неслись. Да потом мы там уже регулировали, я и этот швед, чтобы эти ехали. Короче, приехали трактористы, с песком почистили дорогу, насыпали дорогу, впереди песок, насыпали сзади. Я задом сдаю. А получается, главное, что я цепи использовал. Машина еще как бы на цепях немножко. Я их подкладывал под колеса. Немножко проедет сантиметров 20. Надо, блин, она там цепь по другое колесо. Короче, ой, блин, что только не выдумывал. Я думал, я уже сейчас и колеса порву, и тут все сожгу, и все, что можно. И сцепление, и все, и коробку передач, и все. Про вопрос на каком? Ребята, и на автомате, и на мануале, и на пониженный, и на повышенный, на чем только не пробовал. Нифига. Посыпали они песком сзади, я спустился, они мне дорогу присыпали. Я как понесся, так понесся. До следующей горы доехал, опять то же самое. А там опять повезло, тракторист живет, вот я встал прямо напротив его дома, как оказалось, он приехал. Видит, такая ситуация, опять мне помогает с лопатами, он вытащил лопату из гаража, песок, все дела, все, поехал. А вот третью гору я уже не прошел. Нет, третью гору я прошел сам, до асфальта делал, но потому что она была небольшая, я ее прошел. Вот четвертую я уже все встал, на четвертом подъеме я уже встал, и вот тогда на четвертый подъем уже приехал ко мне Дэн. Дэн приехал, мы, короче, не я, а Денис сманал мою машину. Я не знаю, Дэн, сколько, 800 метров, километр вниз по склону.
еще с поворотами вставили в карман. А Дэн приехал на своем тягаче, у него полуприцеп. Мы отсоединили меня вместе с Долей. Дэн подсоединился, прицепился. Я поехал на своей машине просто с Долей, а он поехал, полуприцеп повез. Поехали, заправились, снова перецепились. Дэн говорит, давай я попробую доехать до порта, посмотрю. И знаете, доехал и говорит, вроде с машиной все в порядке. Ну, получил, информацию от начальства, что, так и знал, что машина в порядке. Это ты боишься машины, ездить, наверное, не умеешь. Ну, я сказал, что я спорить не буду, значит, я не умею ездить. Что поделать, такой я водитель хреновый. Ну вот, когда мы приехали уже в порту с утра, опять у меня машина не начинает ездить, опять я пошлифовал. Но я чувствую, что такой достаточно сильный запах сцепухи, сцепления попахивает. И постоянно вот это вот где-то 2 дня, такой запах, что что-то с диском сцепления, да, выходил. Ну, а здесь уже так конкретно он выходил. Но ничего, Дэн пришел, говорит, Дэн говорит, давай песка посыпь. Я посыпал песка, он пришел, помог, говорит, ну все, давай, заезжай. А вот в это время, пока я искал, смотрел там ошибки, у меня было время в интернете найти информацию, то есть на скане можно найти ошибки, но только единственное, надо их расшифровку смотреть на этом самом, в интернете. А также я разобрался с функцией, где там есть диагностика, и можно посмотреть состояние колодок, сцепления, да, и у меня все стояло, сцепление все время стояло 100%. И даже когда я на паром заехал, опять посмотрел, да, нормально все, сцепление 100%. И даже перед тем, как я выезжал с парома уже в Васе, сцепление 100%. Ну, не знаю, я объясняю Дэну, говорю, вот такие симптомы. Он говорит, я тоже понять не могу, но вот сейчас нормально же ехала машина. Я говорю, ну да. Ну и вот с Васом мы вышли с парома, я доезжаю до первого поворота, который идет налево, туда в город. И я понимаю, что у меня опять не переключается скорость вниз, да, не понижается. На 7-й скорости машина просто едет и начинает останавливаться. Кое-как я вышел на этот самый, на заезд на город, и на 2-м светофоре я встал, и симптомы такие вот, как сейчас были. Все, я встал, говорю, Дэн, все, у меня задница, я стою. Говорит, ну как так, что там, попробуй. Ну я все пробую. И понемножку, знаете, машина поехала. Мощности нету такой, но она едет хотя бы. Дэн говорит, давай, встань на бане, я подъеду, отцеплюсь, посмотрим опять, что и как. Ну, встал я на бане, Дэн приехал, немножко проехал, и все, машина встала. Машина встала конкретно. Но Дэн остался, мы решили опять отцепиться. Может быть, удастся мне отъехать без полуприцепа. И он опять подцепится, и там уже будем решать, что и как. Но не получилось, пришлось сообщать диспетчеру, боссу, что такая вот ситуация. И ждать эвакуатор. Приехал эвакуатор. А сначала приехал, просто босс, диагностировал, что проблемы с сцеплением. А я уже вижу по этому самому, по меню, да, что у меня не просто проблемы с сцеплением, у меня типа 0. Вот. 0. Есть фотка, я фотографировал, и, 0 уже. И я чувствую, оно не сцепляется, нету никакого эффекта. Фиг знает, почему мне утром подвезло доехать, это одно, и выехать с парома, это другое. Вот. Ну, потом приехал уже эвакуатор, меня подцепили, и вот притащили сюда, а Дэн уже привез мой прицеп туда, где стоит 45-й. Надеюсь, у него все хорошо, а то, опять очередной раз он должен был стоять уже, отдыхать, а тут получается, что из-за меня он отдых свой пропускает. Поэтому я говорю, Дэн, я должник твой, это однозначно. А что еще? Приехал сервис, меня сразу же загнали в бокс. Я говорю, когда? Он говорит, не знаю, может быть, говорит, начнем very soon, способ, как можно раньше мы начнем, но сказали сразу, что не раньше, чем в понедельник, после обеда будет готова машина. Вот. Я говорю, я могу находиться в машине в сервисе, потому что не хочу, честно, я не хочу никуда ехать, и как я доберусь? Он говорит, нет, нельзя,
ищите отель или какие-то там варианты. Вот. В итоге босс договорился со своим другом, выгнали машину вот здесь вот эту, и я в ней поселился. Хорошо, что сегодня суббота и были люди, потому что утром проснулся, у меня батарея 0. Чик-чик-чик-чик-чик, она говорит, вот, до свидания, парень, отдыхай. Ну вот, сейчас вот в течение дня меня зарядили, да, я вот сейчас стою здесь и буду здесь находиться, пока машину не починят. Потом я пошел к ним, говорю, ну как, говорю, вы начали? Ну я смотрю, уже машину подняли, да, там наверх. Он говорит, да, начали, у тебя проблемы со сцеплением. Если там на одну из машин, говорит, деталь не придет, то мы, может быть, закончим сегодня. Я говорю, слава богу, давайте, ребята, делайте уже. Вот, и потом приходят, говорят, знаешь, парень, там не только с диском сцепления, там проблема вообще, по-моему, со сцеплением. Ну, как я понимаю, как мой английский позволяет мне понимать. Ну, я пошел, он мне показал, где и что. Да, он говорит, сначала диск стерся, потом еще... Ну, показал там следы где-то там. Короче, надо это менять. Говорит, у нас этой детали нету. Будем ее заказывать, ее только в понедельник привезут. И в лучшем случае во вторник тебя сделают. Как-то так. Потом босс позвонил своему другу, чья это машина, он приехал, мы съездили в магазин. Я немножко прикупил продуктов. Вот. И продолжаю находиться здесь. Единственное, что с топливом 25% уже осталось. Буду следить за батареями, потому что завтра здесь никого не будет. Только в понедельник кто-либо придет, спасатели, если что случилось. Но все равно Константин, это друг босса, чья это машина, сказал, если что, он на связи, звони. Говорит, если нужен инвертор, можешь пользоваться. Но у меня есть еще Дэн, мне оставлен инвертор. Тот лучше чем пользоваться, потому что он на 12 вольт дает 220, чем инвертором большим. Тот же все-таки сжирает батарею, насколько я. Ну хотя он тогда сигнализирует, если он сжирает батарею, начинает пикать, что ему не хватает питания, и тогда надо врубать. Но я не знаю, как мне быть в этой ситуации, ребята, потому что сжечь топливо или все-таки постоянно типа гонять ее, либо периодически включать. Вот что вы посоветуете, бывалые, как правильнее делать? Потому что не хочется, чтобы топливо закончилось. Еще какая-нибудь проблема начнется. Топливо закончится, потом скажут, наглоталось воздуха, что еще опять моя какая-то вина. Потому что я уже устал быть виноватым, честно. И просто реально устал. Поверьте мне, эта неделя для меня очень-очень стрессовая. Если вы видите, что я тут такой улыбающийся, то внутри, конечно... Но могу сказать точно, если бы не коллеги, не поддержка коллег по телефону, Паша, Дэн, Леша, Вадим, Арви тот же, наверное, было бы очень-очень плохо. Даже по телефону поддерживали ребята, даже советовали, что и как. А Дэн так вообще физически. Дэн вообще молодчик, Ему вообще надо доплачивать за то, что он вообще работает в этой компании. Только за то, что он работает. Потому что такие люди, должны быть в каждой компании. И я просто убедился, что вот у меня 3 человека, с которыми я общаюсь постоянно, они такие же. Я думаю, что и Паша бы помог, был бы рядом, и Леша бы помог. Да, я думаю, что и Виталий бы помог бы, если был бы рядом. Поэтому про коллектив, да. Причем это из разных компаний. Если Леша с Дэном со мной в одной компании, то Виталий и Вадим совершенно с других компаний. Еще Паша, да, с нашей компании. Как я уже говорил, впереди есть разные люди, есть такие опытные, офигенно, Что еще хочу сказать? По работе в Ахоле. Вообще, все нормально. Вот честно, организация ахоловская, она на высоте. Логистика на высоте. Никто тебя не тревожит, никто тебя не бьет там, давай гони. Главное, что все было спокойно, все было нормально. Вот. Машина хорошая, игру шла,
вот что-то случилось. И еще такой момент. Мне тут предъявили, что я должен был заказывать сервис. Я не считаю так, что водитель должен заказывать сервис. Водитель должен информировать, следить. Это в обязанностях любого водителя прописано, что ты должен следить за состоянием машины и информировать руководство о неисправностях. Если есть возможность, да, то устранить неполадки. А если нету возможности, то ждать именно сверху. Не ты должен принимать решение и просто вот захотел и сказал, мне нужен сервис. Так не должно быть. Это неправильно. Я считаю, это неправильно. Есть обязанности водителя, и там нигде не указано, что я должен требовать сервис. Я должен просто доложить о ситуации и какие неполадки я вижу. Ну, вот такая вот ситуация, ребята. И получается, теперь я буду находиться здесь до вторника. Надеюсь, выживу. И особо не простужусь, и со мной будет все в порядке. Так что, если есть какие-то вопросы, можем пообщаться еще немного. И надо мне будет отключаться. Потому что беречь надо мой трафик. У меня, по-моему, вступает это уже скоро тариф, этот, как он там, справедливость или Теле2 и биты включают, и тогда у меня получается там, какие-то нереальные космические, ну, что неудивительно в нашей Латвии, суммы, цены, что, ну, его в баню, честно. Так, ну что? О, Дэна супруга написала Олеся. Спасибо, Олесечка. Да, я тоже надеюсь, что черная неделя уже позади, что будет все в порядке. И я это вынесу и со спокойной душой уеду домой. А вот почему я поеду домой, об этом я пока говорить не буду. Может быть, как-нибудь потом расскажу. Так что вот так. Так что вопросов никаких пока нету. А я не знаю, что поворотник включился. Наверное, когда я... понял, потому что тут дворник, я никак не мог выключить дворник. Ну, машина... Нет, он и не выключился, он все равно работает. Туда-сюда ходит. Машина, я вам скажу, ну там в шорте видно, да, машина без переднего капота. Прогреть ее просто нереально, это... Я вчера 2,5 часа молотил. И опять же мне потом Дэн сказал, потому что я-то, ну не знаю, это север. Нужно взять вот такой вот пистолетик, и наверху там какие-то две есть такие, 2 датчика или что-то такого. Их надо не очень сильно, но продуть. В них надо подуть. И потом выключать автономку, включать автономку и ждать, когда она заведется, запустится. И вот тогда она у меня запустилась, честное слово, запустилась. И тогда я всю ночь вроде я вам скажу, я начинал, Дэн мне звонит, я беру трубку, он говорит, ты чё? А я, на мне 2 куртки, шапка, я в машине, да, работающий двигатель, но я не могу обогреть ее, понимаете? Но она долго стояла на улице, я не могу ее обогреть. Но вот когда все заработало, да, ёпрасетел. Да, это было вчера, Вернее, сегодня ночью. Короче, веселуха. Я, честно говоря, не особо там жалуюсь, что типа мне там гостиницу не дали или что-то. Нет, мне даже удобнее, что на глазах я буду видеть информацию, что и как. Конечно, в гостинице более комфортно, но если машина будет давать мне тепло, если топливо не закончится, если батареи не сядут, то есть чем заняться. Просто решил выйти в эфир, чтобы не откладывать, чтобы специально для этого видео не снимать. Вот, а сейчас просто займусь видосом, продолжением. То, о чем я вам говорил, это просто будет видео, потому что вижу, что некоторым людям интересно. Да, действительно, мне самому интересно для истории, что как бы снять видео. И еще, как моя супруга Наташа говорит, я себя поражаюсь, я бы, говорит, уже сидела бы где-нибудь и плакала бы. Ну, что такой человек я? Как это? Всякие такие приключения ко мне прилипают, и надо как-то из них выходить.
Но знаете, человек может выйти из всяких таких передряг, да, когда его ни в чем не обвиняют, да, когда ему подсказывают спокойно, рассудительно, сделай это. Они ищут, не делают его крайним. Когда начинает человека делать крайним в такой ситуации, это либо ты плохой психолог, либо ты не умеешь общаться с людьми. Потому что нельзя в ситуации, когда человек, грубо говоря, в незнакомой стране, на незнакомом месте, и у него что-то происходит, начинать на него давить. А почему ты не сделал? А почему ты не сделал? А почему ты вот туда не доложил? А почему ты вот сюда не доложил? Это неправильно, так нельзя делать. Это нужно просто быть человеком в любой ситуации и себя ставить на место другого человека, пытаться ему помочь, а не наезжать и задавать глупые вопросы. Почему? По кочану. Просто по кочану, блин. И не знаю, другой человек, может быть, на моем месте уже сорвался бы, блин, и звонил бы, блин, чуть ли не в посольство в Латвии. Ну, я так говорю, да. Потому что ситуация неоднозначная. И ты понимаешь, что ты на дороге, наверное, не все сделал, чтобы обеспечить безопасность. Потому что от того, как находится твоя машина на дороге, зависит жизнь некоторых других людей. Понимаете? Потому что ты же не можешь знать, за что думает и как поедет другой человек. Если, не дай бог, он столкнется с твоей машиной, будут куча вопросов. Будет куча вопросов именно ко мне. Почему я не сделал это? Почему я не сделал это? Не почему я так ехал, а почему я не сделал все возможное, чтобы обеспечить безопасность других людей. И тут, когда тебе начинают вопросы, почему ты так поехал, я считаю, что это неправильно. Вот реально. Я никогда не снимал с себя вины, я не говорю, что, блин, логисты виноваты, или там босс виноват, или руководство виноваты, что мне не показали правильную дорогу. Да, значит, я ошибся в дороге. Но не надо на это акцентировать внимание, особенно в данный момент, когда... Ну, я говорю не только про себя, я говорю вообще про случай. Нельзя на человека давить в тот момент, когда он в этих условиях находится. Это просто... Это неприемлемо. Требовать какие-то там объяснения, объяснительные, это тоже неприемлемо. Когда уже будет нормальная ситуация, когда человек будет уже на нормальном месте, успокоился, тогда можно начинать разговаривать. А когда вот такое происходит, нужно пытаться помочь человеку, успокоить его, проверить его состояние. Да, я такой человек, что я эмоциональный человек, но, честно говорю, в данной ситуации я был достаточно хладнокровен. Но я знаю людей, которые теряются. Наверное, мне флот дал вот эту фишку, что нужно в любой ситуации оставаться хладнокровным. Каким бы ты ни был по жизни, нужно оставаться, уравновешенным. Потому что, знаете, вот есть из жизненного опыта, вы знаете, есть экипаж, да, есть экипаж. И если что-то случается с судном, да, есть там расписание по шлюпкам, да, то все 5-10. И вот на вопрос, простой вопрос, кто в шлюпке главный, когда шлюпка оказывается в море? Вы по незнанию вот это можете ответить. Вы скажете, что капитан, старпом, да, кто там по званию. А я вам скажу, нет. Ребята, старший в шлюпке тот, кто не потерял хладнокровие, тот, кто мыслит разумно, тот, кто может успокоить людей. И это может быть любой. Это может быть и уборщик, и повар, и просто матрос или моторист. Потому что это очень важно, не терять хладнокровие, не поддаваться панике. Когда я работал на пассажирских судах, у нас были такие учения, знаете, психологические. Вдруг ни с того ни с сего была тревога объявлена, и это была не просто там учебная тревога, там пожарная или что-то, а именно психологическая тревога. И нужно было следить, кто как себя ведет в ситуации. И поверьте мне, опытные моряки,
не зная об этом, да, опытные моряки, опытные люди, блин, из экипажа, они просто терялись. Они останавливались и не знали, что делать. Они просто начинали паниковать. Да, есть простой способ. Хлыбысь по морде, блин, привел его в чувство. Ну, реально это было. И на грузопассажирских паромах, на паромах такие учения проходят. И потом там в журналах записывается, кто как себя вел психологически. Такое есть. Потому что паника – это страшная вещь. А в том положении, в котором я оказался в течение 3 дней, да, несколько раз, поверьте, я был в некоторых моментах на пределе. Честно, вот реально. Хотя я знаю себя, что я вот, меня море научил, но я был на пределе. Так что и вам советую всегда в любых ситуациях следить за собой, не поддаваться панике и стараться, если что-то ты чувствуешь, что тебя начинаешь паниковать, дай себе, блин, ударь рукой почему-нибудь, как вчера Дэн вдолбил рукой по железяке, блин. Вот ударься чем-то, чтобы ты отвлекся от ситуации, а тебя интересовала какая-то либо твоя боль. Вот тогда никогда не поддашься панике. Так, там что-то написали, ребята? Смотрите, Надя Иванова. Ну да, Арвид пишет, что он согласен со мной. Ребята, я так понимаю, вопросов больше ко мне никаких нету. Да, Дэн, я понял. Просто я вот смотрю, знаешь, еще вот буквально 2 часа назад было 26, уже 24. Буду рассчитывать, Дэник, потому что в 12, 14%, да, после десятки уже все, уже обогрева не будет. Так что вот так. Ну, ребята, еще раз спасибо, что зашли, за то, что пообщались. Надеюсь, понравился стрим. Он больше был как бы не ответы на вопросы, хотя вначале я рассказал о себе, это отвечая на вопрос Артура, он спрашивал там что-то про море, как я устроился. Я так коротко рассказал о своей ситуации. Да, и повторюсь, что даже до сих пор мои друзья, знающие меня, знающие мой характер, удивляются. Ну, а кто-то не удивляется. Но не то, что удивляется, они, ну как скажем, они не удивлены, они очередной раз поражены, вот так скажем, моим таким резким поворотом в судьбе. И да, вот это есть. И когда меня спрашивают особенно, я не буду хвастаться, что у меня там типа супер английский, никакой он у меня не супер, тем более я его начал забывать, работая в Германии. Это сейчас я вспоминаю. Да, у меня достаточно нормальный английский, я могу объясниться, меня могут понять, я могу понять, что самое важное. Причем не только на словах, а по телефону. Потому что когда тет-а-тет, конечно, легко общаться. Почему я там типа не работаю на компаниях с моим английским, где там деньги большие? Скажу честно вам, ребята, я уже не раз говорил, да, деньги важные, важная составляющая, но у меня как-то так получается, что деньги не особо переваливают за то, что я занимаюсь тем, что мне нравится. Я не говорю, что мне нравится работать на длинномерах, мне говорю, мне нравится водить большие машины, мне нравится работать дальнобойщиком. Это раз. Второе, поэтому я не стремлюсь, конечно, я стремился и работал в хорошей компании, я получал грязными 200 евро в день, но так получилось, что оказалось, что голландец сломал, грубо говоря, пол в контейнере, обвинил меня. А кто там в Голландии будет вас слушать, если он голландец, а ты из Латвии, да? Вот. И, конечно, там работа была намного проще, но не настолько интересно, вам скажу так, потому что здесь раздолье, здесь есть и что поснимать, о чем поговорить, и что рассказать. Вот. А также у меня были предложения уйти на бельгийский, на голландский. Я даже работал один раз на немецком контракте, там какой-то левый контракт. То есть на такие
контракты, где платят по часовую зарплату, получается достаточно хорошая зарплата, но есть но. Отпуск раз в год. То есть это то же самое, что жить в Латвии, работать, просто получать больше денег, но 5 дней работаешь, 2 дня отдыхаешь. Мне это не нравится. Мне нужно либо 6 через 3, либо 8 через 4, даже может быть 4 через 2. Но в силу того, что я хочу больше времени проводить в Беларуси, поэтому мне надо работать минимум 3 недели, отдыхать, а лучше 4, потому что только дорога туда и обратно в настоящее время занимает очень много времени. Знаете, эти границы, это вся фигня. Так что вот так. Да, я слежу, Дэн, за аккумулятором. Сегодня проснулся, знаешь, не от того, что холодно, а просто проснулся, еще даже работала автономка. А потом она выключилась. Я хлыбысь на ключик, он мне показывает 27. И все, и не завелся. Так что вот так. Ну ладно, друзья, я уже завершаю свою трансляцию. Сколько там, это уже час. 20 минут вас задерживаю. Спасибо еще раз, что заходите. Спасибо за советы. Спасибо за комментарии. Спасибо за то, что подписываетесь, за то, что интересуетесь, за все спасибо. Спасибо за общение, поддержку. Надеюсь, у вас все будет хорошо. И как обычно, друзья мои, берегите себя, своих родных и близких, и все будет чики-пуки. Пока. Закрываем.